Всем привет! Продолжаю возиться с уликами. Надеюсь, соберу уже, если где-то, конечно, в расчетах не ошибся. Как раз завтра высохнет клей, сегодня доделаю последнюю детальку, и можно будет начинать собирать пазл. Да и затянулось это все как-то. Хотелось бы побыстрее, но что-то не получается. Очень много времени уходит на рутинную работу. Кроликов спарадковать, кушать приготовить, видео смонтировать. Это если бы 3-4 улика делал, то за неделю справился. Таких же не хватит, чтобы имеющихся пчел спарадковать, не говоря уже о перспективе. Так делаю сразу 15 штук, ну и в итоге получится, что и времени сэкономлю, так как меньше уходит на то, чтобы перенастраивать оборудование, самому настраиваться. Получается такая маленькая мануфактура, ну только что с одним работником. Зайдем проведаем, как там гость поживает. Все без изменений. О, еще тепленький, живой, значит. Пенополистирол хороший материал. Легкий, теплый и своей 3-сантиметровой толщиной имеет такую же теплопроводность, как у метра дерева. Изначально хотел делать улики полностью из него, чтобы как можно меньше было потерь тепла. А вот только у него есть один недостаток. Он мягкий и хрупкий. И когда пчелы склеят между собой корпуса, прополисуют их, то будет тяжело разорвать. Да и стамеску даже не подсунешь, скорее всего поломаешь его. Так решил на стыках сделать обрамление из дерева, чтобы можно было проще их рассоединять. К тому же это добавит большей жесткости всей конструкции. Ну, минус только что мостики холода появятся. Так вот, уже 3 вида деталей для них подготовил. Осталось последнее, самое сложное.
Ну, вроде все. Плюс еще около 10 часов работы. Порой я сильно усложняю. Ну, хочется же, кроме функционала, еще и эстетический вид иметь. Да и к тому же оставалось место на столе. Так делал параллельно другие детали с такими же операциями, которые в дальнейшем понадобятся, когда буду изготавливать магазинные корпуса. Почему не делал сразу все одним махом? Да, во-первых, мало места на столе. И постоянным перекладыванием сильно много времени не выиграешь. Да и в самой столярке тесновато. А во-вторых, долго делать одну и ту же операцию скучно и нудно. И при продолжительном выполнении монотонной работы быстро устаешь, а здесь бдительность стирать никак нельзя. Ну а в-третьих, если где-то ошибся в расчетах, то испорчу только часть партии, и будет быстрее и проще все переделать. Ну, надеюсь, что все правильно посчитал. Все же придерживаюсь принципа 7 раз отмерь, а 1 раз отрежь. Это хоть и занимает больше времени на разные измерения, но, как показала практика, в дальнейшем исправлять ошибки выходит дороже и дольше. Сейчас, когда делал, был накосячил. Но повезло, что вовремя заметил, и походу есть еврейские корни, а ошибся в большую сторону, с запасом. Так лишнее отрезал, и не пришлось все переделывать. Ну ладно, хватит трепаться. Идти пробовать собирать и смотреть, что получилось. Да, походу это не американский опоссум, а какой-то британский зверок. Ушел по-английски. Ну что ж, как говорится, насильно мил не будешь. Да и кто захочет менять свободу на 4 стены, пусть даже и с регулярным питанием. А говорят, не возвращаются на место преступления дважды. Походу это все-таки чупакабра. Я тут королей бил, так осталось запах крови, наверное, и привлекло его. Так и не боится? Ну что, дай интервью своим подписчикам. Что скажешь в свое оправдание, а, товарищ? Молчит. Прям как сурок, притворился мертвым и все. Походу прижал слабовато и неравномерно. А и фанера была, наверное, чуть-чуть отсыревшая, так сейчас высыхала и края позагинала вверх. Так не везде полностью проклеилась. Ну а так держится хорошо, крепко. Ну а эта кривизна, надеюсь, что выровняется за счет обвязки. На улице сегодня плюсовая температура, +4. Но походу недостаточно тепло. В инструкции написано, что с клеем можно работать, чтобы температура была не ниже +12 и влажности не более 65%. А у нас вообще она ниже 90 никогда не опускается.
Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Здесь климатические условия не намного отличаются, чем на улице. Ну, максимум на 1 градус. А влажность-то и того, скорее всего, больше. Поэтому решил обвязку сбить здесь, а собирать и склеивать идти в дом. Там все комфортные условия, да и работать будет поприятнее. Так как после того, как морозы спали, здесь еще зябче стало работать. Конечно, было бы неплохо сейчас собрать один и посмотреть, все ли размеры сходятся. Но надеюсь, что косяков больше не будет. Да и к тому же сейчас все сбивать не буду, лишь несколько штук. Все равно клея не хватит, придется в город ехать. Ну вот, в итоге полипропиленовые корпуса с двух сторон будут защищать такие вот обвязки. Верхняя и нижняя. И когда пчелы их склеят между собой, то можно будет спокойно вставить стамеску и разъединить. Я уже испугался, что опять накосячил, а просто поставил не той стороной, и пазы не сошлись. Вырезал их, кстати, с 2-миллиметровым зазором, на случай, если в дождь дерево начнет разбухать. Сбью сейчас еще несколько комплектов и идти в дом дальше собирать. Обратили внимание, что во дворе леднее стало? Это я как-то в город по делам ездил, заехал в сельский совет, поговорил с председателем и попросил у него, чтобы по улице свет провели. Пообещал, что сделают.
Ну а сегодня приехали электрики и на столбе фонарь повесили. Теперь дорога освещается и до моего дома. С приближением весны понемногу и деревня оживает. Решил компрессор в дом перетащить, чтобы сразу как склею можно было фанерку прибить к обвязке. Тогда не придется ее сильно сжимать и смогу избежать таких же косяков, как с полистиролом. Да и к тому же, чтобы эти корпуса не таскать туда-сюда в столярку. Соберу, склею, сбью, высохнут и сразу на чердак, чтобы под ногами не валялись. Ну а что, момент истины. Ближайшие 10 минут покажет, насколько был собран и внимателен к мелочам. Полистирол взял чуть ниже истопки. Там он оказался намного ровнее и полностью проклеился. Ну, чтобы по возможности первый блин не оказался комом и не пропала мотивация продолжать дальше. Хотя к ошибкам нужно относиться попроще, как в игре, чтобы не падал боевой дух, а наоборот, появлялся азарт продолжать дальше. Ну и взять себя за правило, если не получилось, то как минимум раз 5 повторить еще, тогда это укрепит внутренний стержень. По идее, если больше косяков нет, то должно все складываться легко, как конструктор. Но все равно попробуем сделать это без клея, на сухую, чтобы потом не пришлось его, если что, отдирать и отмывать. Ну, вроде бы все сошлось. Только что заметил, что пенополистирол оказался не 30 миллиметров, а почти на миллиметр тоньше. Но ничего страшного, когда будут краситься, то скроется этот недостаток. Да и углы более-менее ровные. Есть небольшая погрешность, но думаю, когда фанерка пробьется, то выровняется еще чуть-чуть. Провести еще один тест испытания, и можно приступать к сборке. Эти рамки у меня без проволоки. Специально не натягивал 32 штуки. Завтра поеду в город за клеем, заодно отвезу их на почту, отправлю. Заказали у меня партию, 32 больших, 32 маленьких. Ну, как раз ночь в доме полежат, немножко подсохнут, будут чуть-чуть легче. Все же есть косяк. Нужно было корпус сделать на полсантиметра шире. Тогда бы можно было ставить их и так, и поперек на так называемый теплый занос. Ну что, уже переделывать не будешь.
Придется жить с такими. Да, кстати, чуть не забыл. Всех мужчин поздравляю с Днем Защитника Отечества. Пусть вам всегда сопутствует удача, и все дела получаются так, как задумали. Я-то сам не служил, много и долго учился, но считаю, что мужчину отличает от мальчика наличие в нем жесткого внутреннего стержня, а закалить его можно и самому с помощью труда и самодисциплины. Ну, всем, кто будет отмечать, как говорится, ни гвоздя, ни жезла, ну а мне некогда, впереди много работы предстоит. Ну, вроде бы первый блин не комом. И то радует. Да, кстати, как и обещал, чертежи прилагаю.